Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сплести вот такую сумочку-мешочек. Каких она размеров вы сейчас видите на экране. Можно сделать с бахромой, можно без. Она вот так вот растягивается и потом с помощью ручки, которую мы сделаем, затягивается. То есть ширина ее такая не фиксированная. Плести я буду из плетеного шнура 4 миллиметра. Мне еще потребуются ножницы, крючок, чтобы сделать ручку. И я буду с помощью рейла это все сделать. Для начала я отрезаю два отрезка по 2 метра, 200 сантиметров, да, и складываю их так, как показано на видео. Это нужно для того, чтобы мы смогли потом наш мешочек как бы затянуть. Вот мы так вот складываем, и с помощью зажимов я, кстати, еще зацеплю, чтобы повесить на крючки. После этого мне потребуется для одной стороны 14 отрезков по 170 сантиметров. Я лицевым креплением надеваю их на 2 нити с одной и с другой стороны. И в итоге получается, что нам в общей сложности нужно 28 отрезков по 170 сантиметров. Надеваем 14 с одной стороны и 14 с другой. Надели наши отрезки с двух сторон. И сейчас смотрите, первые отрезки, всего 14, да, и первый отрезок мы никуда не вплетаем. Берем второй и третий и будем плести с вами переплетенный квадратный узел. Это значит, что мы нити, которые у нас были боковыми, складываем вовнутрь, да, как бы они становятся у нас центральными, а нити, которые были в центре, ими мы будем делать узел. Продолжаем так делать до конца, то есть квадратный переплетенный узел на одном и том же расстоянии. Сохраняйте его. Ну и потом, переходя к следующим рядам, тоже сохраняйте расстояние. В конце у нас получится, что один отрезок останется также как бы лишним, ну, точнее не лишним, и мы будем соединять уже потом в круг. Но я для начала вот сделаю, получается, 6, да, узлов, или сколько у нас получается здесь узелков, и пойду треугольничком вниз, то есть по рядам пойду. Следующий ряд 5 узлов, 4, 3. На другой стороне также потом сделаю. Ну, я думаю, что вы сейчас все увидите на видео. Ну вот, как видите, два отрезка по бокам как бы не задействованы в работе. Я перехожу сейчас ко второму ряду. Здесь у меня уже будет меньше узелков. Также плету переплетенный. Здесь должно получиться 5 узлов. Потом перейду к третьему ряду 4, 3, 2 и так до 1. То есть получится такой треугольник, да, вниз. То есть каждый раз будет уменьшаться количество узлов. И с одной стороны делаю так, а потом со второй стороны буду делать точно так же. А боковые нити, которые у нас остаются, их мы потом начнем соединять вокруг, по кругу, и у нас как бы получится наша сумочка. Ну вот, проделали с двух сторон такие треугольники. И сейчас, как я говорила, начнем соединять. То есть берем две нити
который мы оставляли один отрезок с одной стороны и второй отрезок с другой стороны тоже оставались у нас. Мы их берем и делаем на том же расстоянии, что и первый наш ряд, квадратный узелок. Потом переходим ко второму ряду, там мы будем уже делать 2 узелка с одной стороны и со второй. Вот удобней зайти с другой стороны, поэтому я так и сделаю. Вот, и так до низа идем, то есть до того момента, где у нас по одному узелку было. То есть сейчас у нас будет каждый раз увеличиваться количество узелков. Вот такая конструкция у нас должна получиться с одного бока. И сейчас переходим ко второму, и у нас соединение уже происходит прям в круг, да, то есть это наши стеночки боковые у сумки. Как вы видите, я проделала все. Сейчас у меня 6 рядов у сумки, но я планирую сделать еще 2 дополнительных, чтобы было 8. Если вы хотите больше, то я думаю, что там еще позволит шнур, да, то есть его длина там на 9, на 10 даже рядов. А если вы хотите всего лишь 6, то можете оставлять и перейти просто сразу уже к закреплению донышка. Вот как вы видите, мои 8 рядов готовы. Сейчас можно приложить вот один узелок с другой, с одной и с другой стороны, и боковые также останутся как бы по одному. И я сейчас беру по 8 нитей как бы, и беру боковые, внутри у меня остается 6 нитей, и я плету квадратный узелок, и потом делаю квадратную цепочку из 3 узелков. Если вы плели с одной сумочки, то вы знаете, как это делается. Цепочка из квадратных узелков — это то же самое, что квадратный узелок, да, только цепочка. Их несколько должно быть. Соединение вот произвожу таким образом, то есть боковые нити беру с задней как бы стороны, и внутри у меня 6 нитей остается, то есть всего 8 нитей сейчас в работе, 2, которые я плетаю, и 6 внутри, то есть центральные. Вот так проделываю до конца ряда. И что тут можно еще сказать, то что я, например, оставляю бахрому, кто-то может отрезать бахрому, вывернуть сумку, то есть и вот это все отрезанное, вот эти цепочка останется как бы внутри сумки, либо же оставить бахрому. Бахрому я подрезала по самому короткому отрезку, который у меня остался. Сейчас мы перейдем с вами к ручке. Смотрите, я складываю отрезок так, что, ну, нужной мне длины, как бы можно это измерить изначально у зеркала. Складываю вот таким образом, что один заходит на другой, и у меня получается вот здесь, да, как бы 4 нити. Я сейчас беру дополнительный отрезок, он у меня 120 сантиметров, и я вокруг этих 4 нитей буду проделывать цепочку из квадратных узелков. Сколько у меня здесь получилось, я даже не считала, просто я доделывала до конца.
цепочку из квадратных, то есть сначала с правой стороны дуга, потом с левой стороны дуга, и вот так вот заводим вокруг этих 4 нитей. Далее потребуется еще крючок, чтобы закрепить там финальные короткие отрезки и закрепить еще те нитки, которые торчат у нас из ручки. Также еще можно будет до того, как мы там будем делать все закрепления, ручку можно будет пододвинуть как угодно, потому что она легко как бы пока что ёрзает у нас по вот этим всем 4 нитям. То есть потянуть за 2 нити с одной либо с другой стороны, и она подтянется ближе там или дальше, как вам уж нужно. Ну что, наша сумочка готова. Мне она очень понравилась. Такой мешочек, в который может многое войти. Мне нравится, как фиксируется, регулируется вот это закрытие. То есть я могу взять, оп, и затянуть. Вот это прям мне очень нравится. Думаю, надо попробовать еще сделать без бахромы, посмотреть, как это все будет. Надеюсь, вам видео понравилось, так что ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Также пишите комментарии и подписывайтесь на мой инстаграм. Будет интересно посмотреть на ваши работы и почитать. Отмечайте меня, и я, естественно, отмечу и сделаю репост.